Здравствуйте! Сегодня расскажу про еще очень хорошее удобрение. Это обычное удобрение, думаю, оно есть у каждого в доме. Многие его даже употребляют в пищу. Именно вот для замиокулькаса такое средство очень полезно. Моим замиокулькасам около года, буквально вот в феврале скоро будет год. Замиокулькас Зензи выдал за год 12 новых росточков. За год, думаю, это хороший результат. В связи с тем, что у него только-только начались новые ростки, это потому, что он рос у меня в большом горшке. Если вы хотите, чтобы ваш замиокулькас быстрее рос, высаживайте его сразу после покупки, например, в маленький тесный горшок. Но именно для Зензи я выбрала такой горшочек для того, чтобы посмотреть, способен ли он выдать новые ростки, даже имея широкий большой горшок. Оказывается, да, способен и выдает охотно. За один год буквально 12 стрелок – это очень хороший результат. Это простой замиокулькас, здесь уже 17 стрелок. 2 стрелки это был замиокулькас найденыш, так что можно его не считать, я его не считаю. И, кстати, до сих пор выдает новые листочки. Это все говорит о том, что подкормки все, которые я применяю, все правильные. Он до сих пор выдает новые ростки, он уже был порезан и на размножение, и был пересажен несколько раз за год, и был подкормлен всеми простыми подкормками, а также плюс дорогими подкормками. У меня есть видео на канале, заходите, смотрите, выбирайте лучшую подкормку именно для своего замиокулькаса. Посмотрите, вот росточки. Здесь даже маленький клубенек. Это видно сразу, что маленький клубень, потому что росточки очень тоненькие. Если клубень большой, то ростки, листы будут очень крупные, красивые, хорошие. Расскажу вам именно про эту подкормку для замиокулькаса. Это простая чечевица. Используем ее в еду, готовим различные каши, супы и многое другое. Но также и замиокулькас нуждается в таких микроэлементах, которые содержатся именно в чечевице. Чечевицу использовала для черного замиокулькаса, подсыпала в нее именно крупную чечевицу. Сегодня буду готовить немного другое удобрение. Это вот черный замиокулькас, он за год был подстрижен несколько раз, здесь всего один клубень, и вот уже наросло столько листочков. Он был подстрижен именно для размножения. На размножении стоит очень много листьев в данный момент. Самый главный принцип для замиокулькаса – это не переливать его и подкармливать вовремя нужными подкормками. Например, если у вас слабая корневая система, кормите именно для корневой системы. Есть даже простые средства, такие как корневин, и корневин поможет наладить корневую. Для корневой и клубни использую также монокалий фосфат. Берется 1 грамм на 1 литр воды и поливается под корень. Поливаем один раз в 7-10 дней, курс примерно 3-4 раза. И далее прекратить подкормку, можно поливать просто водой, либо далее уже налаживать листовую массу. Итак, сегодня вам расскажу 2 способа, как приготовить из чечевицы нужную подкормку для замиокулькаса. Вот это простая чечевица, купленная в обычном магазине. Чечевица это красная. Есть разная чечевица, есть и зеленая, есть и даже черная. В принципе, можно выбирать любую. Есть даже и белая. Смотрите, что есть в ваших магазинах. Итак, что же такого чудного в данной подкормке? Что содержит чечевица? Полезные свойства чечевицы именно в ее составе. Она содержит фолиевую кислоту, витамин В1, это тиамин, витамин В2, витамин В6, гамма-токоферол, холин, витамин ПП. И очень важные микроэлементы – это фосфор аж 44%, железо 39%, цинк 32%, калий 32%, магний 24% и селен 12%. Итак, чтобы приготовить настой из чечевицы, вам понадобится банка литровая и 2 столовые ложки красной чечевицы. Чечевицу можно использовать любую, не именно красную.
Заливаем горячей водой примерно 50-60 градусов и оставляем на 3-4 часа. Пусть настоится, и именно этим настоем будем поливать замиокулькас. Поливаю я примерно 1 раз в месяц, не чаще, даже бывает и реже. Все смотрите на состояние вашего замиокулькаса, что нужно ему в данный момент, какие микроэлементы, как он у вас развивается. Может быть, нужно что-то для корневой, либо для листовой массы. Итак, и второе. Можно просто подсыпать данную чечевицу, вам понадобится 1 ложка на горшок, либо ее измельчить в блендере. Высыпаем 3 ложки чечевицы в блендер и будем сейчас его взбивать. Через такой блендер намного дольше взбивается, проще брать либо более узкий блендер, либо который взбивает коктейли. Он, кстати, перемалывает очень хорошо, а также кофемолка хорошо может перемолоть чечевицу. Чечевица, она не очень твердая, поэтому можно ее перемалывать именно в кофемолке. Итак, вот что у меня получилось. Не совсем пыльное удобрение, но, например, в кофемолке получилось бы именно очень мелкой фракции. Берем 1 столовую ложку и подсыпаем на горшок. Горшок у меня 2 литра, поэтому 1 столовой ложки будет более чем достаточно. Когда вы будете поливать ваше растение с теплой водой, желательно всегда с отстойной, именно все эти микроэлементы будут проникать в корни, и корневая система будет налаживаться, а также будет налаживаться листовая масса. В связи с тем, что в чечевице содержится самое большое количество фосфора, это 44%, вот именно фосфор, он отвечает за качество фотосинтеза, дыхания и обменные процессы. Он помогает растениям лучше усваивать и азот, и калий, и магний. Поэтому первая подкормка это, конечно, с фосфором. Прекрасно помогает и наладить и корневую систему, и в дальнейшем растение будет активно расти. Если вы выбираете какую-то подкормку и хотите подкормить ваш замиокулькас, то смотрите сначала на ваш цветок. Например, в данном случае я уже подкармливаю простыми подкормками. Я не использую мощные минеральные подкормки. Для меня это пока сейчас не нужно, так как замиокулькас и так активно растет. Если у вас замиокулькас плохо растет, смотрите именно на него, а также подкармливайте с комплексными минеральными удобрениями. Отдельно для корневой можно и отдельно для листовой массы. Когда вы наладите процесс правильно, то есть сначала корневая, потом листовая, и у вас уже будет потом вырастать много росточков, тогда уже будет замиокулькас активный и быстро у вас расти, и будет вас постоянно радовать. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про подкормки для замиокулькаса, выбирайте именно ту подкормку, которая нужна вашему цветку. Всем спасибо и до свидания.